Сегодня у меня окончательно выпал зуб. Это передний зуб, несложно догадаться, и вы видите, что он на штифте. Но речь пойдет не о зубе и не о моих проблемах с зубами, а о парадоксальных крайностях, с которыми я все чаще встречаюсь с тех пор, как начала вести свой канал. До этого, конечно, я тоже встречалась с этим, но не так явно и открыто, как после того, как публикую свое мнение или свои истории в открытом доступе. И, конечно же, находятся люди, которые знают лучше, как надо, или как нужно было бы сделать мне в той или иной ситуации. Выкладываю где-то видео со своим мужем. Почему он не в Украине, не на войне? Говорю о том, что у нас финансовые трудности. Почему он не работает? Рассказываю о проблеме со своими зубами. Говорю о лечении прямо. Поехала в Турцию, перенесла сложнейшую стоматологическую операцию по пересадке собственных костных блоков с обеих сторон челюсти. Осуждают, говорят, что ты за мать такая? 2 детей у тебя на грани, 1 болеет, операции у него, и дочку забрали. А она по Турциям мотается, фейстюнинг себе блогерский наводит. Как так вообще? Правильно, что у нее ребенка забрали? Другие говорят, что за зубы гнилые? Еще и видео снимаешь. Неужели полечить не можеш? Чому не українською? Ти що, не з України? Чи рідної мови не знаєш? Як не соромно? Или наоборот? Почему говоришь на русском? Ты же украинка. Это не ваш язык. Говорите на своем украинском. Или вот еще. За наши деньги катаются в Турцию, зубы лечат. То, что муж мой работает, это вообще не в счет. За их налоги езжу. Тунеядка не делает ничего. Ну и что на СФИ ходит? Это что, работа, что ли? 4 детей – это много. Куда понарожала нищету разводить? Кто за ними смотреть будет? Как это ты не справилась? А зачем рожала, если не справилась? 1 – мало. А если вдруг погибнет, еще что-то? Почему 1? Эгоисты? Для себя пожить хотите? Я уже пережила те моменты, когда я обижалась на комментаторов. Просто читаю, и они меня не задевают. Но я хочу поговорить об этом, порассуждать, поразмыслить, как думают люди, почему они так говорят. Неужели с ними никогда не происходило подобных каких-то ситуаций? Неужели женщина с 2 детьми, не бывает такого, что она не справилась с чем-то в жизни? Или неужели у людей, у которых даже совсем нет детей, не происходят какие-то вещи, которые выбивают их из колеи? Почему, если ты заботишься о своих детях, у тебя их 4, ты плохой, но если у тебя 1, то ты тоже можешь быть плохим? Где логика вообще в этом всем? Ты развиваешь детей, вводишь их на разные кружки, дети твои занимаются спортом, занимаются музыкой на протяжении многих лет, и никто это не видит. Но как только твой ребенок попал в приемную семью, все сразу обнуляется. Ты плохой родитель, ребенок у тебя тоже плохой. Не будем сейчас называть те слова, которые мне писали в комментариях, но парадоксальные крайности. И муж вообще в адидасе выглядит как гопник. А если костюм оденет, кто? Гангстер? Идеально. Ребенок 1 быть не может, потому что тоже написали под видео. 3 года назад я даже увидела у вас проблему, хотя я не психолог. Ваш ребенок гуляет вдали от вас, а ребенок не имеет права отойти, куда он хочет, пройтись. Или обязательно за ручку. Занимаешься домом с семьей, опять-таки, лохушка, серая мышка. Куда ты пойдешь? Эгоистка. На кого-то детей оставила. Как ты можешь? Что ты за мать такая? Как это у тебя дома еды нет? А почему ты ночью не встала, не приготовила? Говоришь, что у тебя ребенок болеет, и ты не плачешь? Или вот еще, ребенок в другой семье живет, а ты не плачешь. Это что за мать? Как она может не плакать? Ее ребенок в другой семье, а она не плачет, роги не обвивает. 3 года в Швеции, а язык до сих пор не выучила. Ходишь на СФИ, живешь за наши налоги. Сколько можно? Иди работай. Ребенок сам из семьи сбежал. Плохая мать. Взяла ребенка обратно. Зачем? Я бы никогда не простила. Зачем вы в Европу поехали? Нужно было сидеть дома. Чего вы дома сидите? Неужели детей не жалко? А как же у них потом психика? Все же ведь на них отразится. Да, голодают они. Посмотрите, какие они. Вы их ролики с самого начала посмотрите, какими они приехали. Отожрались в Европе.